Это видео – ответ на типичное недопонимание. Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда наши агенты при первой встрече с собственниками отвечают на одни и те же вопросы, из какой страны у вас лиды или какая у вас база клиентов, и искренне удивляются, когда узнают, что мы работаем совершенно иначе. Тем не менее, у нас есть четкая отработанная система, которая позволяет именно на вторичном рынке реализовывать объекты собственников максимально быстро и по максимально возможной рыночной стоимости. Возможно, это видео прислал вам наш агент. Мы записываем его в том числе для того, чтобы вы узнавали о том, как мы работаем не в диалоге с незнакомым человеком, мы понимаем, для многих это стресс, а в комфортной обстановке, когда у вас есть свободная минутка, посмотрели и оценили, насколько вам это интересно, работать с нами дальше или идти своим привычным путем. В компании DreamHold стандарты срока продажи объектов от 1 до 3 месяцев. Можно, конечно, и быстрее, если собственник просит применить более агрессивные меры, чтобы сократить сроки, мы это делаем. Но в целом я считаю, что от 1 до 3 месяцев это довольно хорошие показатели эффективности работы агента. И эти результаты достигаются не за счет какой-то магии или везения. Чтобы приходить к таким результатам системно, а я напоминаю, что DreamHold специализируется именно на продаже объектов вторичной недвижимости. У нас не получится полагаться на случайность, повезет, не повезет, позвонят, не позвонят, придут к нам клиенты или не придут. И поэтому у нас нет цели набирать как можно больше объектов. Наоборот, у каждого агента есть лимит по количеству объектов, с которыми он может эффективно работать. Для каждого агента это от 8 до 12 объектов. Для тех собственников, перед которыми мы на уровне компании готовы взять на себя ответственность и приложить все усилия по достижению результата в максимальные сроки и решению вашей задачи на самых выгодных для вас условиях. Как вы можете понимать, что при такой системе брать все подряд и надеяться на авось у нас бы не получилось. Вместо этого для каждого объекта, еще до того, как мы письменно подтвердим свои обязательства, мы разрабатываем индивидуальную стратегию продажи с учетом текущих условий на рынке. То есть сначала мы делаем анализ рынка, какой спрос сейчас на рынке для подобных объектов, сколько у вас конкурентов, сколько они стоят, какой у них маркетинг, как выиграть эту конкуренцию, чтобы привести вас к результату. Чтобы выиграть эту конкуренцию, мы делаем качественную медиаподготовку. Каждую неделю отчитываемся перед вами за каждое наше действие по рекламе, по привлечению покупателей. И сопровождаем вас от самого начала работы до конца сделки, потому что мы получим деньги только когда вы их получите. Сейчас об этом поподробнее, но сначала мне хотелось бы развеять несколько мифов и указать, почему мы работаем не так, как большинство агентств на Северном Кипре. Первое. У нас нет лидов ни из какой страны. Да, казалось бы, вы уже взаимодействовали с агентствами и вам говорили, что у нас лиды из Европы, Польши, СНГ, Ближнего Востока, и мы сейчас вам все продадим, но давайте будем откровенными. Сейчас нет никакого бума на рынке, такого, чтобы можно было просто нагнать таргетом людей, и они бы скупали здесь все подряд. Инвестиционная привлекательность объектов также не на самом высоком уровне. 2 года назад, давайте будем честными, было больше. Но все эти зарубежные лиды — это лишь малая часть рынка недвижимости, потому что на вторичке сделки делаются, и мы это видим, и вы сами можете это увидеть, потому что если бы сделок не было, если бы покупателям было неинтересно, когда предложение сильно превышает спрос, цены падают вниз. Это работает на любом рынке, не только для недвижимости, не только для Северного Кипра. Как вы можете сейчас открыть любой агрегатор и посмотреть, что сейчас происходит с ценами на недвижимость. Цены просели точечно на определенных категориях, но в основной своей массе на все пригодные для жизни объектов цены, если и просели по сравнению с предыдущим годом, то довольно несущественно. А значит, вам, как собственнику, который хочет продать, не нужны лиды ни из какой страны. Вам нужны покупатели, которым нужна по разным причинам недвижимость на Северном Кипре. Кому-то для жизни, кому-то для отдыха, кому-то под сдачу в аренду. Но так или иначе они поставили себе цель, у них есть какая-то задача купить недвижимость. А что делает покупатель, когда ему нужна недвижимость? Он ищет. Он не сидит в чьей-то базе, он не ждет звонка от какого-то одного агента. Он ищет везде. Он обращается ко всем агентам. Он изучает чаты, изучает агрегаторы. Он ищет где? Он ищет самое лучшее предложение в рамках своего бюджета. И мы умеем как раз хорошо создавать привлекательные предложения, чтобы заинтересовывать тех покупателей, которые уже решили покупать. Им осталось только сделать выбор. Отсюда следует второй пункт и второй миф. У нас нет никакой базы покупателей. И давайте будем честными, ни у кого нет. Да, мы так же, как и другие агентства, фиксируем все обращения покупателей, фиксируем все взаимодействия с ним, и все это отображается у нас в CRM. Но с точки зрения покупателей, они не хотят сидеть ни в какой базе. Они ищут интересные предложения. И мы работаем с той позиции, что пока мы даем им интересное предложение, мы управляем спросом. То есть мы собираем спрос и делаем так, чтобы покупатели находили ваш объект, приходили на показы, проводили переговоры, вносили задатки и делали сделки. Вот на этом мы фокусируем наше внимание. А не на лидах из других стран, которым Северный Кипр, если интересен, то постольку-поскольку, и вообще не факт, что они что-то здесь будут покупать. Мы работаем в реальном мире с реальным спросом и реальными предложениями.
Как мы создаем эти интересные предложения? Во-первых, как я уже говорил, мы проводим тщательный конкурентный анализ, изучая, что увидит покупатель на рынке, если он интересуется объектами, подобными вашим. Мы найдем всех конкурентов, посмотрим, сколько они стоят, посмотрим, какие предложения есть сейчас на текущий момент на рынке, в чем их преимущество по сравнению с вами, в чем ваши преимущества по сравнению с ними, и как за счет грамотного маркетинга, качественной медиаподготовки и грамотной подачи преимуществ вашего объекта выигрывать эту конкуренцию. Проведя конкурентный анализ, мы предложим вам на выбор несколько стратегий продажи в зависимости от ваших сроков и ваших задач. От самой агрессивной, когда счет идет на дни, надо срочно конвертировать недвижимость в деньги, до расслабленной, когда вы не торопитесь, но хотите выжать максимум из этого рынка и получить максимум денег за свой объект. В зависимости от вашей стратегии мы будем рекомендовать вам стоимость, с которой стоит выходить сейчас на рынок. Но только вы можете принимать решение, какое предложение делать этому рынку. Это не наш объект, это ваш объект, и за вами решение, только вы определяете стоимость. Мы можем только, анализируя данные, которые у нас есть, давать вам какие-то рекомендации, и ваше дело соглашаться с ними или нет, в зависимости от ваших задач. И стоит понимать, что стартовая стоимость – это еще не стоимость сделки, это стоимость предложения, которое вы делаете этому рынку, и она может меняться в зависимости от обстоятельств. Если вы долго не могли продать объект, пришел один покупатель и начал торговаться, может быть, имеет смысл подвинуться и скинуть цену, чтобы сделать сделку быстрее. А если покупателей пришло много, вплоть до того, что мы можем провести торги, потому что они будут уже конкурировать между собой за право сделать сделку с вами. Поэтому стоимость может отличаться и вниз, и вверх. Точно так же, если спрос на рынке на ваш объект сейчас по этой стоимости и с таким маркетингом не создается, мы можем как поменять маркетинг, так и подвигать стоимость. А если вдруг выяснится, что стартовая стоимость оказалась слишком низкой, значит, нам позвонят все покупатели, которые ищут подобные объекты на данный момент, а нам не нужны все, нам нужен один. Ничего нам не мешает снять объект с продажи и выставить через какое-то время уже по более высокой стоимости. Повторюсь, стоимость предложения – это еще не стоимость сделки. Это такой же инструмент для создания спроса, как и все остальные инструменты маркетинга. Говоря про остальные инструменты, сейчас на рынке ситуация, когда предложение превышает спрос. Да, спрос есть, но предложений явно больше, и конкуренция высокая, ее надо выигрывать. Поэтому если вы привыкли, что другие агенты просят вас прислать фото, и они поставят там в какую-то базу, у нас так не пойдет. Мы знаем, какая ситуация на рынке, и понимаем, за счет чего выигрывается эта конкуренция. Мы берем на себя качественную медиаподготовку вашего объекта, фото, видео, грамотное описание всех преимуществ, продающая подача. От вас только убраться в квартире перед приездом фотографа. Но если вы находитесь вдруг не на острове, мы можем помочь вам нанять клининг. Но даже после того, как мы проделали все эти шаги и вышли в рекламу, это не повод расслабляться, потому что это еще не гарантия того, что сейчас придет покупатель, начнет размахивать деньгами и скажет: продайте мне срочно эту квартиру, это лучшее, что я видел в жизни. Чтобы это произошло прогнозируемо и точно прийти к результату, нужно непрерывно отслеживать эффективность маркетинговых инструментов, каждой рекламы, на каждой площадке, сколько человек это увидело, сколько провалилось в объявление, сколько написало или позвонило, сколько человек дошло до показов и какие предложения они делали на показе, а если не делали, то почему, что мешает им сделать сделку с вами. И все это мы оцифровываем, анализируем и конвертируем в отчет, который вы получаете каждую неделю и знаете о всех наших действиях и насколько мы продвинулись в решении вашей задачи, то есть в создании условий для сделки. Также мы работаем с покупателем, выясняем его потребности и понимаем, какие задачи он решает с помощью покупки недвижимости и что для него важно в объекте. Поэтому нам важно привести человека не кого попало, а кому действительно нужен объект такой, как ваш, и почему именно сделка с вами – это то, что ему нужно. И если мы проделали свою работу хорошо, покупатель, естественно, будет торговаться. С помощью непрямых переговоров мы помогаем провести торги грамотно, безэмоционально и соблюсти интересы сторон, потому что наша задача, чтобы сделка свершилась, а чтобы сделка свершилась, в первую очередь мы защищаем интересы того, кто нам платит, то есть вас как собственника. Но и если покупателю мы сделаем невыгодное предложение, он просто уйдет в сторону других объектов. Поэтому здесь очень хорошо, пользуясь той информацией, которую мы получили на предыдущих этапах, от спроса, от количества заинтересованных покупателей, от количества конкурентов и их предложений, выстраивать тактику непрямых торгов. После того, как стороны договорились обо всех условиях, в работу включается юрист и начинается его часть работы. Это подготовка к сделке, подготовка подписания и регистрация документов, взаимодействие с застройщиком, если титул до сих пор на нем. Эта часть работы лежит на юристе, которую оплачивает покупатель. Вам, как собственнику, это платить не нужно. И только после того, как все этапы пройдены и вы получили деньги с продажи вашей квартиры, у вас перед нами возникают финансовые обязательства рассчитаться с нами за всю ту работу, которую мы проделали. Я надеюсь, я смог до вас донести основные принципы работы компании DreamHold и почему это может быть выгодно именно для вас. Работать с нами самостоятельно или с другим агентством, или, может быть, со всеми агентствами, решать в любом случае вам. Но теперь у вас есть информация о том, как работаем мы. Поэтому, если вы общались уже до этого с нашим агентом и заинтересованы в сотрудничестве с нами, вернитесь к диалогу с агентом. Они очень стараются и делают свою работу хорошо, чтобы решить вашу задачу максимально эффективно. А если это видео попало к вам из каких-то других источников и вам интересны наши услуги, свяжитесь с нами по любому из контактов, которые есть в нашем профиле. Давайте свяжемся, обсудим условия конкретно вашей задачи, и я уверен, вместе мы найдем решение.